Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. Я вас приветствую на своем канале «Красота и бисер». Сегодня мы с вами сделаем прекрасный комплект «Шанс». Мне очень понравилось сочетание цветов и бисер. Смотрите, как красиво смотрится подвесочка из этих же мотивов и браслетик. В следующем видео я покажу, как сделать серьги к этому комплекту. Так что подписывайтесь на канал, а мы приступим к выполнению этого комплекта. Для выполнения этого комплекта я взяла бисер 3-4 мм кремового цвета и цвета кофе с молоком, и бисер 2 мм шоколадного оттенка. Выполнять будем плетение двумя иглами, поэтому я взяла 2 бисерные иглы и мононить. Для браслета нам понадобится еще 2 колечка и карабин, и для колье 2 колечка и карабин. Берем бисерную нить для браслета 1,5 метра и перегибаем пополам. Вводим середину в колечко. Делаем петельку, закрепляя на кольце мононить. Закрепили. И на каждый конец нити одеваем иглу и приступаем. Берем бисеринку коричневую 2 мм и проводим через нее одновременно 2 иглы. Затем мы на каждую иглу набираем коричневую бисеринку. Проводим их и потом берем коричневую бисеринку и перекрещиваем в ней иглы. Подтягиваем эти бисеринки к колечку и продолжаем. Набираем бисеринку 4 мм потемнее на одну иглу. Дальше мы набираем 4 шоколадных маленьких бисеринки. Проводим их. И возвращаемся иголочкой в первую из 4. Набираем еще одну потемнее. На вторую иглу берем бисеринку потемнее. Четыре маленьких шоколадных бисеринки. Возвращаемся иголочкой в первую бисеринку из 4. Делаем лепесточек и 1 бисерина потемнее. Теперь мы берем одну маленькую бисеринку и перекрещиваем в ней 2 иглы. Затем на каждую иголочку набираем маленькую. Одна и перекрещиваем их снова в маленькой. И вот в результате получается вот такое плетение. Это мотив плетения. И мы будем чередовать бисерины потемнее с бисеринами посветлее. Как вы заметили, мне попались какие-то бисерины, они разного размера.
Может быть, даже попадаются разной формы. Но для того, чтобы этого не так заметно было в плетении, я беру на иголочку, например, у нас мотив 4. Беру 4 штучки, подбираю их, готовлю, чтобы они соответствовали и размеру, и форме хотя бы в этом мотиве. И дальше мы с вами продолжаем. На каждую бисерину мы набираем по одной кремовой большой бисеринке. На каждую мы набираем по 4 маленьких шоколадных бисеринки. Возвращаемся в первую бисеринку. Возвращаемся. Делаем цветочек. Одна кремовая бисеринка. И тоже все проделываем на второй игле. Кремовая, 4 шоколадных бисеринки. Возвращаемся иголочкой в первую. Делаем соединительный лепесточек. Кремовая бисеринка. И делаем перекресток в маленькой шоколадной бисеринке. Подтягиваем это все к основному плетению. Вот у нас получается мотивы чередуются потемнее, посветлее. И получается в шахматном порядке мы располагаем поочередно эти цвета. И плетем таким шагом до необходимой длины браслета. Вот я проплела 13 мотивов и закончила браслет. Закончила так же, как и начинала. 4 шоколадных бисеринки, которые делают перекресток. Прицепила колечко и карабинчик, и браслетик готов. Очень красиво получается сочетание цветов и размера бисерин. Дальше мы переходим к выполнению колье. Не забудьте подписаться на канал. Вот для колье я проплела 19 мотивов. Начинала так же, как и браслет, от кольца 2 иглами и плела до необходимой мне длины. 19 мотивов. Чтобы продолжить наше колье, нужно сделать поворот. Для этого мы набираем одновременно на 2 иглы одну кремовую бисерину и одну маленькую на одну и на вторую. Одновременно проходим через кремовую и маленькую. И теперь от маленькой бисеринки мы делаем 4-листник. На одну маленькую, на вторую маленькую и перекресточек в маленькой шоколадной бисеринке. Вот мы сделали перекресток. Теперь продолжаем нашу серединку колье. Давайте сделаем серединку в виде кулончика. Кулончика из 3 мотивов. Значит, на каждую иглу мы набираем темно-кремовая бисеринка, 4 маленьких шоколадненьких. Возвращаемся в первую бисерину и темно-кремовая бисерина. Все так же, как плели мы изначально браслет и колье. И на вторую также темно-кремовая, 4
маленьких бисеринки в первую. Возвращаемся. И темно-кремовая бисеринка. Делаем перекресток в маленькой и четырехлистник из маленькой бисерины, как переходничок. И так сделаем еще два со светло-кремовым и темно-кремовым. Вот смотрите, начало кулончика у нас здесь было. Я проплела 3 мотива. У нас перекресток в последнем в мотиве в маленькой шоколадной бисерине. Перекресток 2 игл. Теперь на одну иглу набираем 5 бисерин маленьких шоколадненьких, для того, чтобы у нас всего было 6. И возвращаемся, вот я так их отсоединю, чтобы вам было видно. И этой же иглой возвращаемся назад в эту первую маленькую шоколадную бисеринку. Вот мы их подтянули к плетению. Второй иглой нам нужно пройти все эти набранные нами 5 бисерин и вернуться в эту первую изначально, которая была перекрестком, и тоже подтянуть это все. Вот у нас получился на конце нашего кулончика красивый цветочек из 6 лепестков. Каждая игла выходит из верхнего лепестка. Теперь каждой иглой нам нужно будет вернуться в изначально набранный нами первый четырехлистник кулончика, чтобы каждая игла вот так выходила, это в эту сторону, а это в эту. Вот мы прошли наш кулончик в обратном направлении и вернулись в нашу бисерину четырехлистника, которая является последней. Каждая игла выходит из последней бисерины. Теперь нам нужно вернуться в первую бисерину. Одной иглой мы выходим сюда. И второй иголочкой также выходим в первую бисерину. То есть у нас через первую бисерину четырехлистника проходит 2 иглы одновременно. Одна кремовая, одна маленькая коричневенькая. Одной иглой и второй иглой одновременно проходим через эти 2 бисерины. Вот смотрите, теперь мы сделаем первый четырехлистник второй стороны колье. Мы на каждую иглу набираем по одной маленькой шоколадной бисеринке, перекрещиваем их в шоколадной бисеринке. Теперь нам осталось проплести 19 мотивов второй стороны колье. Вот я проплела 19 мотивов второй части колье. И теперь у нас осталось прикрепить карабинчик с колечком. Закончили вторую сторону колье так же, как и начинали его плетение. Четырехлистничком шоколадных маленьких бисерин. И вот у нас из последней бисерины выходит, она была перекрестком, выходит 2 иглы в разную сторону. Теперь мы присоединим карабинчик. Мы берем карабин с колечком и закрепим его обратным движением
в эту бисерину один раз и второй бисериной второй раз. И теперь каждую ниточку пройдем немного вдоль, а вернемся по этой стороне колье, сделаем узелочек, закрепим и отрежем ниточку. Вот я закончила колье, прикрепила на вторую сторону тоже колечко с карабином. И прекрасный комплект колье и браслет у нас готов. Оригинально получилась подвесочка, красиво смотрится в тонах в этих. Я думаю, вам тоже понравилось. Следующее видео я сделаю для этого комплекта сережки. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам понравилось. И я жду вас в новом видео.